Всем привет! Сегодня модель тяжелого советского танка Т-10А. В конце 40-х годов с тяжелыми танками в советской армии сложилась достаточно странная ситуация. На вооружении одновременно состояли танки трех типов: ИС-2, ИС-3, ИС-4, каждый из которых не мог рассматриваться в качестве основной тяжелой машины на перспективу. В связи с этим в конце 1948 года Главное бронетанковое управление выдало техническое задание на новую машину. Основным требованием являлось ограничение боевой массы не более 50 тонн. Танк разрабатывался с 1949 по 1952 годы для замены в войсках тяжелых танков ИС-2, ИС-3, ИС-4 по причине их недостаточной надежности и маневренности. Но первые работы над танком ИС-5 были начаты еще в 1944 году. Работу выполнил Челябинский опытный завод номер 100 под управлением Жозефа Котина. Но тогда основные направления развития танков были ИС-6 и ИС-7. В конце 1948 года было принято решение вновь вернуться к теме создания ИС-5. Опыт проектирования и эксплуатации ИС-4 и ИС-7 повлек за собой ограничение боевой массы будущего танка 50 тоннами. Техпроект нового танка был готов в апреле 1949 года. В том же году была выпущена установочная партия в размере 10 штук. В войсковых испытаниях было выявлено множество недостатков, и доводка танка проводилась до декабря 1952 года. В марте 1953 умер Иосиф Виссарионович Сталин, и танк уже сменил свое название на Т-10, которое за ним и закрепилось. Корпус танка сваривался из катанных штампованных броневых плит. Броня корпуса имеет рациональные углы наклона. Лобовая часть выполнена в форме щучьего носа. Башня летая по форме напоминает перевернутые блюдца. Обводы башни оптимизированы для того, чтобы она как можно с меньшим последствием выдерживала воздействие ударной волны ядерного взрыва. Основное вооружение танка Т-10А 122-мм пушка Д-25ТС с длиной ствола 48 калибров со стабилизатором вертикальной плоскости, оснащенные эжектором для продувки ствола. Вспомогательное вооружение: пулемет 12,7 ДШК-Т зенитный и также спаренный с орудием такой же пулемет ДШК-Т. Т-10А принят на вооружение 17 мая 1956 года. Серия танков Т-10 была последней из тяжелых, и в последней модификации Т-10М не уступал в огневой мощи таким западным танкам, как М-103 и Конкуэрор. При этом превосходил их в подвижности и маневренности, имел лучшую круговую защиту и небольшие габариты. Обладал двухплоскостным стабилизатором и более мощным вспомогательным вооружением, включающим в себя спаренные и зенитные пулеметы КПВТ. Также танк был выпущен в больших объемах, чем его более тяжелые аналоги, что указывает на его большую технологичность. Танк имел большой модернизационный потенциал. В случае установки новой системы управления огнем и навесной динамической защиты он мог оставаться конкурентоспособным даже до конца 80-х. В качестве минус можно отметить небольшие углы вертикального наведения по сравнению с аналогами.
окончательно был снят с вооружения в 1993 году. А последнее удачное применение в бою «десятки» было отмечено во время конфликта на Донбассе в 2015 году. Простоявший более 70 лет в качестве памятника, танк был снят с постамента, отремонтирован, после чего активно принимал участие в боевых действиях. И для сравнения несколько танков из той же серии. ИС-2, ИС-3, ИС-7.